Друзья, всем привет! У нас сегодня образовательный выпуск. Вы наверняка знаете, что мы с Иваном уже давно изучаем казахскую культуру. Но казахская культура не может быть отдельно от языка. Поэтому мы решили заниматься казахским языком и приобщить к этому делу всех желающих. И сегодня специально для вас мы подготовили один из таких уроков. Нашим педагогом будет Бибигуль. Давайте знакомиться. Салем. Салем. Как вы? Керемет, тамаша. Замечательно. Жаксе. Так, Тамаша, Кубрахмет, спасибо вам большое, что вы проявили выдержку и терпение. Самый первый вопрос, который я вам должна задать, для чего вам нужен казахский язык? Можете ответить? Да, общаться с местными жителями. Вот мы приехали в Алмату, и я думаю, им было бы приятно, если бы мы там еду могли заказать, пожелать им чего-то приятного, на вопросы какой-то элементарно ответить. В казахском языке, на мой взгляд, очень много интересных слов, которые нам больше помогут понимать казахскую культуру, казахский дух знаменитый. Например, Айналайн, это же не просто, на русском это просто приятный человек, а Айналайн это оказывается верчусь вокруг тебя, такие слова. Как волчок. Да, чтобы такие понятия, понимать песни, чтобы больше понимать, потому что много таких слов интересных. Я думаю, что и изучение казахского языка нам поможет на одну стать ступеньку с казахами и чуть-чуть больше их понимать. Вы же привыкли в Алмате, когда с вами здороваются и говорят «халайсың». То есть, как дела, вы понимаете, да? Да. Посчитайте количество слов в русском и в английском, и можете написать Иван в чат прямо, да? 3 слова получается, и how are you, и как твои дела? Да. Сейчас я вам пишу фишку казахского языка. Начинаем с простой формы. В казахском есть простая форма обращения, это на «ты», да? И уважительная форма на «вы». Давайте сразу вам дам уважительную форму, да? Да, халайсыз. Это как... уважительное, да, обращение? Да, уважительное, это как «вы», да? А халайсың это как «ты». Как ты, да. Вот слово «халай», вопросительное, да? Как вы думаете, что оно означает? Что есть у слова, получается, есть корень, а окончание уже формирует значение. В русском языке есть приставка, а здесь, получается, окончание полностью меняет смысл. Да, окончание, наверное. Слово неизменно всегда, а меняется только окончание. Получается, да, калай это вопрос, то есть это в принципе ты хочешь что-то узнать, а дальше уже в зависимости от окончания. А дальше уже в зависимости от окончания оно уже адресно идет. Калайсың ты, калайсыз вы. Совершенно верно. Как можно назвать такое окончание? На что указывает? Смотрите, халайсың Саша, халайсың Ваня, халайсыз Александр, халайсыз. Это окончание, которое я написала. Они заменяют ты в русском, да, ты, вы в русском, указывают на лицо, и поэтому называют личное окончание. Теперь понятно, почему вас спрашивают обычно халайсың или халайсыз, да? В основном на «вы» к вам же обращались в Алмате, да? А теперь вам задание, да, скажите how are you на казахском языке одним словом. На «ты» и на «вы». Калайсың, Саша. Кала Калайсың, так можно говорить, да? Кала Калайсың, Саша. Нет, пока нет. Ладно, Калайсыз Александр. Александр может ответить хорошо. Помните по-казахски спасибо? Вот такой вариант. Рахмет, может быть. Да. Слово «хорошо» вы же тоже знаете уже? Тамаша, да. Тамаша. Жаксы. Самый простой вариант. Это жаксы. Слово «тамаша» это больше подходит для англичан, британцев, да, или американцев, которые говорят I'm fine. Да. Но тамаша, когда хорошее настроение и так далее, прекрасно, что вы используете его так. Обычно мы говорим «хорошо», да? Жаксы, да? Жаксы. Да. Вот. А рахмет, смотрите, давайте теперь обратим внимание на слово рахмет. Что говорит своим Димаш? Улькен рахмет. Совершенно верно. Так, переведите мне на русский, потому что я скажу на английском. Большое спасибо. Thank you very much.
Да, конечно, это большой-большой. Или по-другому можно говорить коп. В русском варианте... Коп Рахмет? Да, Коп Рахмет. А вам интересно, как получилось слово Рахмет? Да. От шоколада, наверное. Шоколад. Рахат. Рахат — это блаженство. Значение, смотрите. Пусть тебя вознаградит Бог. Теперь как бы уже для вас это не пустое слово, понятное, да? Да. Рахмет. Смотрите, теперь Салем. Даю вам 3 попытки угадать, что означает это слово. И откуда оно взялось. Солнце, да? Что-то с солнцем связано? Вы так думаете, да? Смотрите, Салем, Салам, да? Соломон. Салимец. Это слово пришло, собственно, из арабского языка. Оно схоже по происхождению со словом, собственно, ислам. А ислам означает добрый, милостивый. То есть подразумевает нечто доброе, хорошее. И когда вы слышите «Ассаламу алейкум», как вы думаете, чего желают люди друг другу? Добра? Да, добра. Конечно, добра и мира. Мир, добро. И «Ва алейкум ассалам», как вы думаете, что это? Ну, в ответ тоже, наверное, посылается. Конечно, и вам мира, и вам мира, и вам добра. Ну, слово «здравствуйте» в русском точно что означает, Саша? Здравствуйте. Ну, здравия желают. Здоровья. Угу. Здравствуйте, будьте здоровы, да? Да. А вам задание перевести это на казахский язык. Саубол. Совершенно верно, Саша. Саубол, конечно. Супер. Саубол это... Будь здоров. Будь здоров, да? Ты скажите, пожалуйста, мне на «вы» в уважительной форме. Будьте здоровы, Бибигуль. Вы слышали такое? Сауболнес, Бибигуль. Проясняется что-либо? Да. Ну вот мы Калайсис, да, вот Сауболнес получается. Конечно, конечно. Теперь скажите, какой у нас предстоящий праздник общий Новый для год. Евразии, скажем? Новый год. В казахском языке отсутствует звук «ы». Саша, попробуйте. Коттеболсон. Коттеболсон. Вот, уже с первого раза уже лучше, да? Теперь вам предлагаю, как в школе, протянуть звук «у», а потом попробовать более твердо. Язык чуть-чуть нам так будет. Да, «у» сначала обычное «у», да? И на контрасте «о». А теперь «о». Завершить так. И положение губ, обратите внимание. Округление губ происходит, когда произносится такой звук. Коттеболсон. Коттеболсон. Котта. Нажал Коттеболсон. Так, диктуйте мне, как Новый год, я уже забыла. По-казахски. Жена жил Кутты. Жана жил совершенно верно. Коттеболсон. Тамаша, керемет же. Конечно, Жана жил Коттеболсон. И переведите на русский, а потом на английский. С Новым годом. Happy New Year. Смотрите, Happy New Year, счастливого Нового года, пожелание счастья, да? Угу. И в казахском, и в английском варианте присутствует слово, означающее счастье. А в русском мы просто говорим «с Новым годом», и это означает, что я тебя поздравляю, да? Поздравьте ко мне по очереди с Новым годом, с наступающим. Жана жил Коттеболсон. Саша, жду от вас поздравления на казахском языке, желательно с обращением. Жана жил Коттеболсон, Бибигуль. Поставьте обращение вперед. Это будет, получается, Бибигуль Жана жил Коттеболсон? Да, Жана жил Бибигуль, Жана жил Коттеболсон. Это более популярная форма. Болсон — это у нас как раз о чем я хотела вам сказать. Болсон пусть будет, это, собственно, глагол. Предложение — это как член предложения сказуемое, да? Как вы думаете, какой из языков является более древним, если сравнивать русский и казахский? Тюркский. Да, кстати, мы об этом не сказали. Тюркские языки вы знаете, да? И получается, что древний казахский язык получается. Саша, мне интересна ваша мысль. Как вы думаете, почему? Или вы уже знаете, что тюркские древнее, чем русские? Да, я знаю, что тюркский древнее, чем русский. Разумеется, я показал вам этот урок не полностью. И у нас ожидаются следующие встречи, где мы будем более детально и углубленно изучать казахский язык. По чуть-чуть, маленькими порциями. И я надеюсь, что мы с Иваном, а может быть и вы, наконец-то заговорим на казахском. Алга.